Добрый Спасибо. день, уважаемые участники семинара. Сегодня я выступаю по теме «Поражающее действие оружия, основанного на новых физических принципах, проблемы его выявления и доказывания». Не так давно мое внимание привлек учебник Сибирского федерального университета, который называется «Радиационная, химическая и биологическая защита». Учебник, рекомендованный Федеральным государственным казенным военным образовательным учреждением высшего профессионального образования, военным учебно-научным центром сухопутных войск, Общевойсковая академия вооруженных сил Российской Федерации в качестве учебника для курсантов учебных военных центров и студентов военных кафедр при высших учебных заведениях, обучающихся по военно-учетным специальностям ГУК Министерства обороны Российской Федерации. Учебник был издан в 2015 году под общей редакцией кандидата военных наук, профессора военной академии воздушно-космической обороны Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковника Торгованова. Сам учебник был подготовлен коллективом авторов, как я понимаю, ученые, это ученые, и все они имеют офицерские звания военные. Подробно не буду на них останавливаться. Так вот, почему этот учебник меня заинтересовал? В данном учебнике оружие, основанное на новых физических принципах, определяется как вид оружия, основанный на качественно новых или ранее не использовавшихся физических, биологических и других принципах действия и технических решениях, базирующихся на достижениях в новых областях знаний и на новых технологиях. Так, оружие, основанное на новых физических принципах, включает в себя лучевое оружие, то есть лазерное и ускорительное, инфразвуковое, радиочастотное, геофизическое, генное и кинетическое оружие. Лучевое оружие – это оружие, воздействующее на цель непрерывным или квазинепрерывным лучевым потоком энергии, лазерным лучом или лучевым потоком высокоэнергетичных, или точнее будет сказать, высокоэнергичных частиц, к которым относятся ионы, протоны, нейроны, электроны и иные. В первую очередь в качестве перспективного вида лучевого оружия рассматривается лазерное оружие. В настоящее время уже существуют прототипы боевых лазеров. В частности, в США полным ходом идут работы по созданию авиационных, морских, а также наземных, как стационарных, так и мобильных, боевых лазеров. Например, прототипы морских боевых лазеров уже прошли испытания. Для наземных мобильных боевых лазерных установок уже найдена область боевого применения, то есть уничтожение беспилотных летательных аппаратов противника. В настоящее время мощность экспериментальных боевых лазерных установок едва достигает 100 киловатт, но в ближайшем будущем уже вполне возможно создание боевых лазерных установок мощности до нескольких мегаватт. Понятно, что боевые лазеры мегаваттной мощности будут пригодны и для применения в качестве полноценного оружия космических войн, в том числе с возможным внешним по отношению ко всей Земле противником. В настоящее время работы по созданию боевых лазеров идут в следующих направлениях. Это эксимерные лазеры, химические лазеры, полупроводниковые лазеры, лазеры с ядерной накачкой, то есть ядерные лазеры. В качестве тяжелого лазерного оружия ожидается и планируется использовать преимущественно химические и ядерные лазеры, так как возможная их мощность весьма велика. Эксимерные и полупроводниковые лазеры пока выполняют роль легкого или в крайнем случае среднего лазерного оружия. Следующий вид оружия – это инфразвуковое оружие,
то есть оружие, использующее в качестве поражающего средства достаточно сильный инфразвук. В зависимости от силы инфразвукового воздействия у объекта могут возникать чувства страха, ужаса или паники и психозов на их почве до соматических расстройств, от расстройств зрения до повреждения внутренних органов, вплоть до летального исхода. Эксперименты с моделями австрийского исследователя Цеппермайера показали разрушение досок на расстоянии в несколько метров. Исследования НАСА выявили, что звуковые колебания с частотой 19 Гц, производимые двигателями ракеты, воздействуют на глазные яблоки человека, вызывая расстройство зрения и видения различного рода, например, у астронавтов. Сотрудники конструкторского бюро, расположенного недалеко от полигона, на котором испытывались реактивные двигатели для самолета «Конкор», постоянно чувствовали недомогание. Расследование показало, что во время испытаний двигателей в помещении наблюдался очень высокий уровень интенсивности инфразвука. Те необычные симптомы, которые возникали у людей, были обусловлены сверхнизкочастотными компонентами звука, присутствовавшими в спектре шумов реактивного двигателя. По данным исследований, проводившихся в некоторых странах, инфразвуковые колебания могут воздействовать на центральную нервную систему и пищеварительные органы, вызывая паралич, рвоту и спазмы, приводить к общему недомоганию и болевым ощущениям во внутренних органах и часто к головокружению, тошноте, потере сознания, а иногда к слепоте и даже смерти. Инфразвуковое оружие может также вызывать у людей паническое состояние, потерю контроля над собой и непреодолимое желание укрыться от источника поражения. Определенные частоты могут воздействовать на среднее ухо, вызывая вибрации, которые в свою очередь становятся причиной ощущений сродни тем, какие бывают при укачивании, морской болезни. И дальность его действия определяется излучаемой мощностью, значением несущей частоты, шириной диаграммы направленности и условиями распространения акустических колебаний в реальной среде. Преобразование электрической энергии в звуковую низкой частоты происходит при помощи пьезоэлектрических кристаллов, форма которых изменяется под воздействием электрического тока. Опытные образцы инфразвукового оружия уже применялись в Югославии. Так называемая акустическая бомба производила звуковые колебания очень низкой частоты. Следующий вид оружия – это радиочастотное оружие. И радиочастотным оружием называют такие средства, поражающее действие которых основано на использовании электромагнитных излучений сверхвысокой, то есть назовем их СВЧ, или чрезвычайно низкой частоты, сокращенно ЧНЧ. Диапазон сверхвысоких частот находится в пределах от 300 МГц до 30 ГГц. К чрезвычайно низким относятся частоты менее 100 МГц, менее 100 Гц, прошу прощения. Объектом поражения радиочастотным оружием является живая сила, которая выводится из строя вследствие повреждения, то есть нарушение функций таких жизненно важных органов и систем человека, как мозг, сердце, центральная нервная система, эндокринная система и система кровообращения. Следует остановиться и на радиочастотном излучении. Радиочастотное излучение способны также воздействовать на психику человека, нарушать восприятие и использование информации об окружающей действительности, вызывать слуховые галлюцинации, синтезировать дезориентирующие речевые сообщения, вводимые непосредственно в сознание человека. Боевые комплексы радиочастотного оружия могут быть созданы в вариантах наземного, воздушного и космического базирования.
Защитой от воздействия радиочастотного оружия может служить экранирование, то есть способ снижения влияния внешних электромагнитных полей, осуществляемый с помощью заземленного металлического или металлизированного экрана с высокой электрической и магнитной проводимостью. Следующий вид оружия – ХАРП. Проект исследования свечения высокоатмосферных слоев. Это и есть ХАРП. И основные патенты, связанные с ним, были выданы в 1980-е годы ученому Истланду за его работу «Метод и прибор для изменения слоев земной атмосферы, ионосферы или магнитосферы». Истланд работал на компанию Argo, филиал фирмы Atlantic Richfield, и его проект основан на использовании огромной электромагнитной пушки, направленной на верхние слои атмосферы с высокой точностью и ставшей, по сути, электромагнитным оружием колоссальной мощности. Оно представляло собой передатчик, сравнимый с гигантской микроволновой печью, чье излучение может быть сфокусировано в любой точке земного шара. Вошедшая в эксплуатацию в 1998 году система ХАРП может выполнять следующие потенциальные задачи. Полностью разрушать или повреждать военные или коммерческие системы связи во всем мире, выводить из строя все неактивированные системы связи, контролировать погодные условия на территории страны, например, штата, обширного географического района, использовать технологию направленного луча, позволяющую разрушать любые цели на огромных расстояниях, а также использовать невидимые лучи по отношению к людям, вызывая рак и другие смертельные болезни в ситуациях, когда жертва не подозревает о губительном воздействии. Может погружать в сон или апатию целые населенные пункты, либо приводить их жителей в состояние чрезмерного эмоционального возбуждения, перерастающего в насилие друг против друга. Использовать лучи для ретрансляции информации непосредственно в мозг, вызывая слуховые галлюцинации, например, голос Бога или кого-либо еще, кем представляется ведущий радиотрансляции. Ну, у нас пострадавшие обычно называют их пси-операторами. Одновременно проект ХАРП может быть использован также и в качестве геофизического оружия, изменяя погоду над заданным районом. Следует отметить, что еще в 1958 году представитель Белого дома заявлял, что Департаментом обороны изучается возможность манипулирования состояниями Земли и неба, изменения погодных условий. Одно из предположений американских военных того периода включало использование метода электромагнетизма. И примерно с 1960 года на планете начались частые катаклизмы и изменения климата, о причинах которых тогда мало кто догадывался. Теперь имеются определенные основания частично объяснять аномальную погоду того периода, начавшимися электромагнитными трансляциями, а также другими экспериментами в указанной области. Геофизическое оружие – это оружие, поражающее действие которого основано на использовании природных явлений и процессов, вызываемых искусственным путем. То есть это еще один вид оружия. В зависимости от среды, в которой происходят эти процессы, оно подразделяется на литосферное, гидросферное, биосферное, атмосферное и геокосмическое. Литосферное геологическое оружие оказывает поражающее действие такими катастрофическими явлениями, как землетрясения, извержение вулканов, перемещение геологических образований. И наиболее эффективным средством воздействия на литосферу считается подземный яв небольшой мощности в напряженных точках тектонически опасных волн. Гидросферное, то есть гидрологическое оружие, следующий вид, основано на использовании энергии гидросферы. Это возможно при воздействии на гидроресурсы, например, моря, реки, озера и гидросооружения.
Поражающими факторами гидросферного оружия являются сильные волны, например, цунами и затопление. Большую опасность представляют катастрофические волны, которые могут вызываться путем сброса в океан ледников или растопления арктических льдов. Следующий вид оружия – биосферное или так называемое экологическое оружие. Это оружие, вызывающее катастрофические изменения биосферы, например, полное уничтожение растительного покрова и плодородного поверхностного слоя почвы, что приведет к уничтожению запасов продовольствия. Воздействие на биосферу оказывается различными химическими, биологическими и зажигательными веществами. Еще один вид оружия – атмосферное или метеорологическое оружие. Оказывает поражение с помощью атмосферных процессов и связанных с ними погодных и климатических условий. Воздействие на процессы в нижних слоях атмосферы с помощью различных химических веществ можно вызывать обильное количество осадков. Изучаются возможности изменения направления и силы тропических циклонов, стимулирования засухи на огромных территориях. И при воздействии на верхние слои атмосферы, возможно, за счет поглощения солнечной радиации тепла, выделяемого в космос Землей, добиться изменения температурного режима, что может привести к локальному охлаждению либо к перегреву земной поверхности. Еще один вид оружия – геокосмическое или так называемое озонное оружие, основывается на базе использования энергии космических излучателей, или излучений. Разрушение слоя озона в стратосфере предположительно может дать возможность направлять в заданные районы губительное для всего живого действие космических лучей и ультрафиолетового излучения Солнца. В 1974 году эксперименты с электромагнитными трансляциями, входившие в программу HAARP, были проведены в Колорадо, Пуэрто-Рико, Австралии, Новый Южный Уэльс. И в 1975 году Конгресс США потребовал, чтобы военные приглашали гражданских экспертов для инспекции любого эксперимента по изменению погоды. Однако военные проигнорировали эти требования, и через 20 лет, в 1995 году, Конгресс утвердил 10-миллионный бюджет проекта HAARP, якобы направленного в первую очередь на ядерное сдерживание. В 1980-е годы США построили сеть башен Гвен, сеть для создания волн в земной поверхности в чрезвычайных ситуациях, способных транслировать волны крайне низкой частоты, якобы в целях обороны. По одним свидетельствам, в период с 1994 по 1996 годы в США был осуществлен первый этап испытаний установок HAARP, и согласно другим, к этому времени HAARP уже был полностью готов к действиям и участвовал в ряде проектов, наводя свое излучение в различные районы земного шара. Следующий вид оружия – генное оружие. И здесь необходимо отметить, что научно-технические достижения в области биотехнологий в последние годы позволили выйти на новые направления развития этой науки, получившие название эволюционно-молекулярная или генная инженерия. В ее основе лежит технология воспроизведения в лабораторных условиях процессов адаптивной эволюции генетического материала. Применение этого подхода обеспечивает создание гибких технологий, целенаправленного выбора и надежного получения белков с заданными свойствами. По мнению специалистов, генная инженерия создает предпосылки для разработки принципиально новых методов работы с ДНК и получения нового поколения биотехнологических продуктов. Вместе с тем следует принимать во внимание, что использование результатов генетических исследований не ограничивается только возможностью получения измененных или новых видов микробов, наиболее полно отвечающих требованиям биологической войны. Могут быть созданы также средства поражения генетического аппарата человека или генное оружие. Под ним понимают вещества химического или биологического происхождения,
которые могут вызывать в организме людей мутации, изменение структуры генов, сопровождающиеся нарушением здоровья или запрограммированным поведением человека, ну, или группы людей. В последние годы в области биотехнологий уже удалось разработать методики получения обширного спектра физиологически активных белков, влияющих на болевую чувствительность и психосоматические реакции млекопитающих. Исследования таких биорегуляторов находятся на различных стадиях, вплоть до клинических испытаний на человеке. Особым видом генного оружия является так называемое этническое оружие. Это оружие с избирательным генетическим фактором. Оно рассчитано на поражение прежде всего определенных этнических и расовых групп населения. И объектом воздействия этнического оружия могут стать также животные, растения, микрофлора, почвы, специальные для данного района Земли, специфические для данного района Земли, и составляющие важное условие существования человека в этом регионе. В организмах определенных групп людей существуют генетически обусловленные биохимические особенности, зависевшие от факторов внешней среды и прежде всего от пищи и инфекционных агентов. Под влиянием таких региональных факторов внешней среды складывались различные биологические структуры, которые закреплялись наследственно и передавались последующим поколениям людей. Очевидно, что такие внутренневидовые отличия могут быть непосредственным объектом целенаправленного химического или биологического воздействия этнического оружия на клетки, ткани, органы, системы людей. И это может стать одним из средств геноцида и оружия стерилизации, то есть лишение способности к деторождению населения. Ну, еще один вид кинетическое оружие – это оружие, воздействующее на цель посредством твердого тела, например, стрела, пуля, снаряд. Ну, в нашем, так сказать, случае в рамках конференции это не столь интересно, поэтому подробно я на нем не буду останавливаться. По другим источникам существует определение и классификация аналогичного оружия как оружие нелетального действия и специальных средств. Но есть еще также классификация как психотронное оружие, и по-разному его называют в различных источниках. Но вот там, где оно характеризуется как нелетальное оружие, оно определяется как современные средства вооружения, действие которых основано на использовании специфических факторов, способных временно выводить из строя живую силу противника и воздействовать на определенные свойства его материально-технического оснащения. К данной группе вооружений, характеризующихся специфическим воздействием на живые и неживые цели, относятся лазерное оружие, оружие, использующее инфразвуковые генераторы, оружие, создающее электромагнитный импульс неядерного происхождения, и оружие, основанное на действии веществ, способных разрушать или нейтрализовать материал основных элементов боевой техники, то есть изменение структуры металла, например, плотности жидкости и тому подобное. Нелетальное оружие кардинальным образом отличается от классических систем вооружений благодаря использованию для поражения целей специфических факторов, которых обычное оружие лишено. Эти факторы воздействуют на человека либо непосредственно, чем ограничивают его способности, например, внимание, мышление, способность принятия решения, ограничивают движение путем воздействия негативных импульсов на органы чувств, от раздражения, обострения болевого восприятия, временной потери зрения, потери равновесия и координации движения до потери сознания. Либо косвенно, когда нарушаются жизненные или рабочие условия, выводятся из строя системы жизнеобеспечения, такие как источники энергии, системы пищевого снабжения, средства коммуникации, системы наблюдения и наведения. Нелетальное оружие представляет сегодня серьезную альтернативу не только весьма ограниченному по возможностям применения ядерному оружию, но и широко распространенному классическому оружию.
Принимаемые на вооружение нелетальные системы должны соответствовать требованиям Женевских конвенций, являющихся основой международного военного права. Но не все указанные системы отвечают этим требованиям. Например, протокол ООН непосредственно запрещает применение лазерного ослепляющего оружия. Существуют классификации нелетального оружия. Нелетальное оружие с учетом их характеристик подразделяется на системы воздействия на живые и неживые цели. Так, среди систем воздействия на живые цели выделяют контактные. Данные системы на основе физических принципов воздействия делятся на несколько групп. Первая группа характеризуется использованием механических элементов, например, резиновых пуль с ограниченной кинетической энергией, что вызывает при применении сильные болевые ощущения. И вторая группа представлена контактными системами, действующими на человека посредством электрической энергии, например, электрического разряда. Кроме контактных, классификация включает бесконтактные, то есть воздействующие на живые цели без прямого контакта, ограниченным уровнем иных видов энергии, такой энергии, как световой, тепловой, акустической, которые создают вокруг человека физическое поле и вызывают раздражение органов, чувств, например, зрение, слух, делая пребывание человека в определенном месте невыносимым или невозможным. К бесконтактным относятся также раздражающие химические вещества, воздействующие на рецепторы слизистой оболочки верхних дыхательных путей и кожные покровы, вызывающие интенсивное раздражение, результатом которого является невозможность продолжать предшествующую деятельность. И к бесконтактным относятся такие виды, используемые для временного выведения из строя наиболее агрессивных объектов. В частности, в данном случае может использоваться и наркотическое оружие. В классификацию нелетального оружия включены также обездвиживающие виды оружия, которые включают в себя, если коротко, так сказать, их перечислить, суперклей, специальные пены, выстреливающие сети. И эти системы считаются чистым нелетальным оружием. К нелетальному оружию, предназначенному для поражения неживых целей, относятся системы, излучающие электромагнитные волны в различных частях спектра. Такое оружие используется в радиоэлектронном и информационном бою. К ним относятся также специальные с использованием химических и бактериологических компонентов нелетального воздействия оружия. Их применение вызывает структурные изменения конструктивных металлов, функциональные нарушения систем жизнеобеспечения. Кроме того, выделяют такие виды нелетального оружия, как оптическое, микроволновое и акустическое. Подробно я не буду на них останавливаться, отмечу только характеристику по дальности действия таких видов. Классификация включает в себя контактное, очень малой дальности, то есть это метр или десятки метров. По дальности действия также оно бывает оружие малой дальности, то есть на сотни метров и несколько километров действия обеспечивается, средней дальности до 100 километров и большой дальности более 100 километров. Но существует еще по дальности действия оружие максимально большой дальности, которое действует на 1000 километров и более. Подразделяются еще в классификации специальные средства. Это средства, состоящие на вооружении правоохранительных органов, способные обеспечить решение разнообразных задач по борьбе с правонарушениями и террористическими актами, без тяжелых поражений, повреждений здоровья человека. Так вот, уважаемые участники семинара,
К сожалению, на всех новых видах оружия у меня нет возможности подробно остановиться, и в этой связи хотелось бы остановиться на последствиях его применения. То есть в связи с изложенной информацией возникает закономерный вопрос. Если военными для защиты применяются противогазы, например, шлемы, защитные очки, наушники, респираторы, средства индивидуальной защиты кожи, общевойсковые защитные комплекты, то как защищаться мирному населению, которое подвергается применению таких видов оружия? Тем более, что, как мы с вами видим, даже из содержания официального, открытого учебника, военно-медицинские эксперименты проводятся и на людях. Конечно, по нашему мнению, это незаконные эксперименты, потому что, как правило, люди подвергаются таким экспериментам без их согласия и зачастую даже не подозревают о том, что они являются жертвами военно-медицинских экспериментов. Кроме этого, новые виды оружия применяются и в криминальных целях, и существует большая проблема доказывания применения таких новых видов оружия. Практика показывает, прежде чем обращаться в правоохранительные органы по поводу применения оружия данных видов, целесообразно получить результаты замеров, подтверждающих данное применение. Например, можно обратиться в НПП «Циклон-тест», который проведет замеры, и именно эти замеры могут послужить доказательством совершения применения таких видов оружия. Специалисты АО НПП «Циклон» могут сделать замеры магнитного цифрового уровня. В частности, они могут сделать замеры прибором циклоном 0,4М, циклоном 0,5М. И для того, чтобы замеры указанными приборами были признаны доказательствами, например, по уголовному делу, к ним нужно приложить документы, свидетельствующие о поверке данных приборов. Сертификаты о поверке приборов должны быть оформлены официально, ну и, соответственно, заверенные печатями, органами. К замерам должны быть приложены и документы по аккредитации, и может быть эффективен замер, проведенный измерителем потока мощности. Измеритель потока плотности ЭМИ, электромагнитного излучения, тоже может дать объективную оценку опасности. А при помощи таких измерителей можно провести мониторинг записи постоянного потока. В данном случае необходимо применить приборы P333, P317, P318, P319, P370-1, P3.41. И ими, как я понимаю, возможна фиксация от 5 до 400 кГц. Обнаружить источник излучения можно с помощью приборов с направленными антеннами. Например, исследовать электромагнитную совместимость при помощи измерительной антенны PS-23. Можно прибегнуть к другим измерительным приборам. Я ссылочки дам, если будет публиковаться какая-либо запись вот этого семинара, то я дам ссылочки на все эти приборы. И можно также прибегнуть и к другим измерительным приборам. Используемые приборы обязательно должны входить в Росреестр. Поверку проводят органы стандартизации, такие как Роском, например, Москвы или других городов, Ростест, Гостекст и другие. Специалисты, проводящие замеры, должны иметь право, то есть лицензию на проведение таких замеров, а пострадавшие от применения таких видов оружия должны иметь копию такого разрешения, копию лицензии. Кроме этого, желательно, чтобы специалисты, проводящие замеры, были готовы выступить свидетелями или экспертами по уголовному делу или в суде.
Ну и, конечно же, я не раз подчеркивала, что прежде чем обратиться в правоохранительные органы, пострадавшим от применения новых видов оружия, желательно приложить к заявлению справку о том, что вы не состоите на учете у психиатра и нарколога, ну, причем свежую справку. Далее желательно приложить к заявлению анализы крови. Как правило, у таких пострадавших повышен процент железа в крови. Ну и другие возможные доказательства, снимки, например, телесных повреждений, которые возникают в результате применения новых видов оружия, и всевозможные другие доказательства, исходя из той ситуации, в которой вы оказались, вы или ваши, так сказать, знакомые или незнакомые люди в результате применения новых видов оружия. На этом я завершаю, уважаемые участники семинара, свое выступление. Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, я постараюсь ответить, наверное, максимально коротко, в силу того, что у меня уже время поджимает. Слушаю вас, если есть вопросы. Да. Я вас слушаю. Галина, можно я вопрос? Даже не вопрос, а замечание. Ну, конечно, это относительная классификация, потому что тоже, ну, так называемое неврологическое или психотронное оружие, оно только называется нелетальным. Мы прекрасно понимаем, что оно очень даже летальное. Человека легко довести до самоубийства, то есть делать нечего. Или заставить ввести его в такое состояние агрессии и ярости, что он может легко начать агрессивные действия против других людей. То есть классификация весьма относительная, хотя она общепринята и в Канаде тоже. И по поводу справки от психиатров. Уважаемые жертвы и все те правозащитники, которые работают во имя спасения этих жертв, пожалуйста, давайте убеждать правоохранительные органы, и я это упоминала, что психически больные люди, которые стоят на учете у психиатров, они тоже могут быть жертвами этого воздействия. Я уже говорила, радиочастоты, они не обходят психически больных людей стороной, и они не поражают исключительно здоровых людей. То есть человек может быть одновременно и психически болен, и жертвой этого воздействия. То есть нужно заставлять правоохранительные органы, прежде всего, не отсылать людей к психиатрам. Если они отсылают, то так, на всякий случай, а проводить действительно какие-то замеры, начинать расследование, и уже в зависимости от этого решать, что делать дальше. Спасибо большое за ваш доклад. Да, Галина, я с вами согласна в той части, что на самом деле многие потерпевшие от применения новых видов оружия, в принципе, и попадают в психиатрические стационары в результате, например, применения психотронных генераторов и других. Их много видов, как вы отмечали, и классификации их, да, условные, но это классификации военных, понимаете. Ну вот нам, обычным людям, какая разница, да, каким оружием причиняется телесное повреждение или вред здоровью. Но в таких случаях, когда пострадавшие уже вот этими структурами, применяющими новые виды оружия на мирном населению, то есть пострадавшие, которых уже пропустили через психиатрический стационар, или бывает уже их пропустили через места лишения свободы путем манипуляции сознанием, да, этих жертв. То есть им при подаче заявления лучше тогда избежать, конечно, вот таких справок, или же использовать эти справки как доказательство применения вот этих видов оружия. Потому что что я хочу сказать, что они и инвалидность могут вызвать, и рак, и смерть, и изменение сознания, и так далее, и тому подобное. Да, слушаю. Вопрос разрешите? Да. Что я хочу сказать. Давайте с Галиной сейчас завершим. Ага. Что я хочу закончить сейчас, подождите, давление, не надо меня перебивать.
Значит, во-первых, жертвам нужно подчеркивать, что диагнозы ложные, если они уверены. Во-вторых, нужно еще раз жертвам, которые действительно являются, кроме того, что они жертвы этого воздействия, они еще имеют какие-то действительно диагнозы, а такое может быть. Более того, эти люди являются весьма специфическим интересом для тех, кто воздействует, и для военных организаций, и для их подрядчиков, субподрядчиков из университетов, из медицинских корпораций. Они действительно изучают на них различные психиатрические заболевания, протекания и прочее, прочее. Так что они вполне могут быть действительно целенаправленно избраны для этого воздействия. То есть им нужно вот это обязательно говорить при встрече с правоохранительными органами. Так, все верно, я согласна с вами. Все, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Позвольте, пожалуйста, короткий вопрос Галине Лозовицкой. Скажите, пожалуйста, Галина, Евгений Девигаров, город Мюнхен, появление самой справки о психическом нарушении у человека в период жалобы на воздействие на него психотронным оружием, разве появление такой справки само по себе не является доказательством воздействия на него? Спасибо. С точки зрения пострадавшего и ну, с точки зрения логики, да, является. Но с позиции сотрудников правоохранительных органов человек, имеющий психиатрический диагноз, расценивается уже как, скажем, не совсем адекватно воспринимающий действительность. Вот. Ну, это я, так сказать, пытаюсь выразить мысли своими словами. Это не то, что где-то прописано или есть какой-то документ. Я, во всяком случае, таких документов не знаю. Вот. И в любом случае, если обращается человек с психиатрическим диагнозом и проводится или проверка этого заявления, или возбуждается уголовное дело, то такому человеку, независимо от того, пострадавшего он обвиняемый или подозреваемый, обязательно должна быть назначена психиатрическая экспертиза. Вот, на предмет вменяемости, например, вменяемости на тот момент, когда он делает это заявление или там совершает какое-то преступление, на предмет, так сказать, объективности диагноза, который изложен в справке психиатрической. Ну и там в зависимости от ситуации следователь или дознаватель должен поставить ряд вопросов, которые непосредственно относятся к определенным обстоятельствам, которые вы излагаете в своем заявлении. Если можно, я добавлю. Вот с моей точки зрения, если у вас есть эта справка, и ее можно использовать как доказательство в любом суде России или в Канаде, вы должны доказать ущерб от этого воздействия, прежде чем привлекать преступников к уголовной или гражданской ответственности. Так вот, эта справка может являться доказательством ущерба. Да, вы были приведены в такое состояние, которое соответствует тяжелейшей инвалидности. Это состояние либо шизофрении, либо психоза, потому что врачи, которые вас обследовали, они классифицировали это состояние как состояние тяжелейшей психической болезни. То есть вот можно так использовать, как доказательство ущерба, который был вам нанесен. Галин, доказательство ущерба, оно будет тогда, когда вы зафиксируете, промониторите, например, вот это вот воздействие на вас. Есть приборы, которые вот вы должны там какое-то время носить, да, рядом с собой или приложить там к своему телу, и вот этими приборами будет зафиксировано вот это вот, да, излучение или там, что там на вас, так сказать, сейчас еще раз подчеркну, множество. Да. Вот вы, когда вот это докажете, у вас будет справка специалиста, у вас будет документ, который будет подтверждать, что замер сделан качественным, именно специальным предметом, тогда, да, вы можете опровергать диагноз психиатрический. И, конечно же, ведь в чем проблема? Вот у нас в России, так же, как у вас в Канаде, мы не можем создать прецедент. Если будет создан хотя бы один судебный прецедент, если мы возбудим хотя бы одно уголовное дело по фактам применения таких видов оружия, то, естественно, и Генеральная прокуратура будет вынуждена отменить все постановления об отказе возбуждения уголовных дел по данным фактам. Естественно, нужно будет привлекать всех психиатров, которые
буквально заталкивают вот эти стационары пострадавших от этих новых видов оружия, ну, так называемое оружие, поражающего излучением. Вот. То есть произойдет большая ревизия такая правоохранительная, и очень много людей в результате будут привлечены к уголовной ответственности. Сотрудники правоохранительных органов, кто-то за халатность, кто-то за укрытие преступлений, кто-то за, ну, там много, в общем-то, собственно, ну, дисциплинарные какие-то, может быть, понесет, так сказать, наказание. А психиатры, естественно, к уголовной ответственности будут привлекаться. Ну и те прокуроры, которые сейчас проверяют вот эти Филькины грамоты, я их называю, постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, тоже должны быть наказаны. Вот вы представляете, это какой пласт вот этих должностных лиц будет привлечен к уголовной ответственности, если будет создан хотя бы один прецедент. Да, я говорю, поэтому все вот это вот, да, так сказать, затаптывается. Да. Я говорю о другом. Жертвы, которые имеют эти психиатрические диагнозы, справки, пожалуйста, не скрывайте их. Я говорю о другом. Процесс доказательства или понесения вины и наказания – это вообще 10-е дело. Вот эти справки, не скрывайте их, приносите. И когда у вас на суде будут спрашивать, а какой, собственно, ущерб? Да это так, как мне говорили здесь. Ну, это то же самое, что вот проходили мимо и пнули ногой вашу машину или колесо на машине. А где ущерб? А вот он ущерб. Ваше состояние было классифицировано врачом как состояние тяжелейшего психического заболевания. Это психическая инвалидизация, тяжелейшая инвалидизация. Вы живете без возможности думать самостоятельно, без памяти, в неадекватных состояниях и прочее. Я вот о чем говорю. Пожалуйста, не скрывайте это, а используйте эти ложные диагнозы. Да, они ложные, но это состояние инвалидизации, оно реальное, но оно вызвано не болезнью, а вот этим воздействием. И используйте это как доказательство ущерба. Я вот о чем говорю. Вы поняли мою мысль? Скрывать не надо. Да, я с вами согласна, с одной стороны, но с другой стороны, Галина, вот если я вот сейчас не вижу весь, так сказать, перечень участников вот этого семинара, но думаю, что здесь присутствуют пострадавшие, ну, у нас в России называют это пси-террора, то есть тем людям, которым применяются вот эти новые виды оружия, у нас называют пострадавшими от пси-террора. И, значит, если, так сказать, возможно, даже здесь кто-то есть на семинаре, из числа тех людей, которые обращались в правоохранительные органы и не скрывали свои диагнозы психиатрические. Но чем это все заканчивалось? Значит, потом начинались, как только они приходили в эти органы, сразу они мне звонят и, значит, сообщают, что Галина Петровна, вот я обратился по поводу применения ко мне оружия, поражающего излучением, значит, сотрудник органа внутренних дел или там прокуратуры, неважно, куда он обратился, одна девушка даже к психологу обратилась, сообщила тоже свой диагноз, сразу вызывается психиатрическая бригада стационарная, и этого человека, который обращается с заявлением и не скрывает свой диагноз, тут же госпитализирует стационар психиатрический. И так до нескольких раз. Вот из Тулы одна пострадавшая, Людмила, по-моему, ее зовут. 3 раза вот так мы с ней пытались ее вытаскивать из этого психиатрического стационара, и она опять шла со своим заявлением, и опять писала, и опять жаловалась, Галина, и опять мы ее вытаскивали. И так бесконечно. У нас все то же самое. Я говорю о том, что надо переламывать вот эту тенденцию. Психически больные могут быть выбраны специально для экспериментов над психикой. Второе. Человек может быть доведен до такого состояния. В-третьих, надо использовать, обязательно использовать такие слова, как ложные психиатрические. Нам нужно переломить тенденцию везде. Надо использовать аргумент. Это ложные диагнозы. Да, я нахожусь в таком состоянии, но причина этого состояния не психическое заболевание, а вот воздействие этого оружия. Пожалуйста, вы приносите доказательства из этого, НВП, циклон-тест у вас в России. Вот в Канаде пока, в Америке есть такие частные детективы, которые предоставляют. В Америке, да, в Канаде это все закрыто. Я говорю о том, что нам нужно переламывать тенденцию, и как нужно... Да, и как нужно, что людям нужно говорить, как нужно убеждать правоохранительные органы начинать что-то делать. Можно мне слово? Извините, пожалуйста, можно мне слово? Да. Котик Нина из Италии. Здравствуйте, Нина. Здравствуйте. Здравствуйте.
Я вам хочу в 2 словах объяснить. Психотерроризм начался в открытой форме с 2009 года, в общем-то, в самой настоящей открытой фазе. В 2015 году уже начали сжигать, не стесняясь, электромагнитными излучениями. 5 раз, 5 дней я звонила на скорую помощь. Меня в итоге, значит, кладут, или как сказать по-русски, в психиатрическое отделение. Но при этом, почему это все началось? Я работала в госпитале и делала вакцинации против гриппа. И сразу же началось воздействие. Вы понимаете? Когда в 2015 году, нарушая закон о правах человека, без согласия моего и согласия моего мужа, потому что за границей должно быть согласие со стороны моих родственников. Этого согласия не было. Без участия моего врача лечащего меня госпитализируют, значит, в психиатрическое отделение. При этом они не забыли 20-кубовым шприцом, значит, меня наколоть в ягодицы. И вот после этого... Чем они вам накололи ягодицы? Ягодицы накололи такое голубовато-розоватым, вот таким, значит, огромным шприцом. Нет, а вещество вам какое ввели? У вас, я насколько понимаю, у вас наночипы, и чипы у вас... Да, именно в жидком виде. Ну, Вот. новые, да, новые виды, так сказать. Да. Наночипы. Значит, Да. слушайте, они, значит, начали мне угрожать. Если сейчас подпишете, что вы психически, значит, нездорова, то, значит, мы вас сразу отпускаем, вы нам не нужны. Они меня уже укололи, то есть эксперимент пошел. Но я-то с этим не согласилась. Я была с этим не согласна, потому что я знала, что я психически здорова. У нас никого нет в роду больных людей. И я осталась. Они, значит, меня укололи еще 3 укола. Значит, 3 укола было со стороны психиатрии и 1 укол моего лечащего врача. Вы понимаете? 4 укола. Значит, после всего этого, после 20 дней я согласилась подписать эту бумагу, и меня, значит, освободили. Вот. Нина, ну вот вы не первая, не последняя, так сказать, жертва, которая помещается в психиатрический стационар, Я и была в там Германии, чипируют. я была, Галина Петровна, я ездила в Германию по этому поводу. Меня задержали. Я сказала, Меркель, мы вместе проводили очень хорошо время в Донецке по субботам и воскресеньям. Она меня прекрасно знает. Поэтому я сейчас буду звонить. Они мне сразу же дали, наконец-то, врачей. Вы понимаете, дали диагноз фальшивый. В Тренто человек, врач, который меня ни разу не видел в глаза. Как ты принес мне эту готовую бумагу подписать, если у нас с тобой не было ни собеседования, ни консилиума врачей не было? Я тебя первый раз вижу, ты меня, я тебя. Мы 2 слова и 1 слова не сказали. Подпиши. Вы понимаете? Значит, в Германии мне дали 2 врачей. Одна была из Грузии, и 2 была из Украины. Что она мне сказала? А она говорит, здорова. То есть я здорова. Да, Нина, здесь вот спрашивает ваш почтовый адрес. Видимо, связь прервалась, потому что я вас, во всяком случае, уже не слышу. Вот, и изображение... Да. Почтовый адрес есть у Ирины Евгеньевны. Я к тому, что для всех, кого заинтересовала история Нины Котик из Италии, у Ирины Евгеньевны есть почта ее. Слушаю, Елена, здравствуйте. Да, спасибо, Галина. Я хотела пояснить вот такую ситуацию по поводу заявления. Значит, когда я подавала заявление, самое первое, в 2018 году, я там указывала, что я была незаконно кем-то внесена в список пациентов психиатрической больницы в 2004. А заявление я подавала в 2018, потому что открытая фаза у меня началась в 2016.
заявление мое было закрыто, никакого следствия не проводилось, но последствий, тем не менее, я за это, как сказать, не было наказания со стороны психотронных структур. Тем не менее, в 2016-м, вот я просто, наверное, уточню, что вот у Галины Курдиной точно такая же траектория. Я тоже обратилась в полицию, когда на меня напали с этим оружием, поражающим излучением. Я тоже сразу не поняла, я испугалась, пошла в полицию, и уже полиция посодействовала, чтобы я оказалась в психиатрической больнице, откуда меня выпустили на следующий день, но тем не менее сам факт заключения был. То есть вот такая траектория у меня тоже была. Но я хочу еще также уточнить, что несколько дней назад мне пришлось таки еще раз подать заявление, потому что воздействие было мощнейшее в течение нескольких дней, и я несколько дней просто ждала, когда это, возможно, закончится, пыталась обезопасить себя, но у меня ничего не выходило. Они оказались сильнее, мне пришлось просто подавать заявление сначала среди ночи, в 3 часа ночи, просто в полицию, это было онлайн. Есть такая возможность во Франции подать заявление онлайн, сразу в интернете, а только потом уже пойти его подписывать в жандармерию или в полицию. Я вынуждена была это сделать. Это раз. Я хочу заметить, что на следующий же день с утра воздействие резко снизилось, резко. Я могла кое-что делать дома, но к вечеру воздействие начало опять повышаться, и в течение 2-3 дней воздействие шло опять крешендо, то есть по возрастающей. И я опять была вынуждена подавать заявление, но в этот раз опять прокурору. И я опять указала в этом заявлении, что меня незаконно кто-то внес в списки пациентов психиатрической больницы в 2004-м, тогда как я не имела никакого вообще повода и отношения к этой профессии. Я никогда не обращалась ни к психиатру, ни к психологу вот в 2004-м, но я и не обращалась и потом. Но дело все в том, что в этом же заявлении, которое я подала несколько дней назад, я указала по поводу замеров, я указала, что у меня в теле разговаривают люди, это можно записать, радиочастоты, я там правильно все сказала, я просто сейчас более так простыми словами хочу сказать, что у меня в теле разговаривают люди. Это слышно при записи простым микрофоном телефона. Это слышно даже простым стетоскопом. Я просто надеваю стетоскоп в уши, я прикладываю к себе, к голове, к животу, к руке, и я слышу разговор людей через стетоскоп. То есть мне уже даже детекторы не нужны. Одновременно с этим я, когда звонила в жандармерию, прежде чем подавать заявление, я все-таки искала возможности, чтобы они меня защитили хоть как-то. И я сказала, что вот я потерпевшая. Они никак, жандарм, который со мной разговаривал, он никак не хотел называть свои вещи именами. Когда я ему называла оружие, поражающее излучением, он уходил от ответа, он уходил от этого определения, он это называл электрическим излучением, и что это может происходить от компьютера, от электрической лампочки и так далее. Я опять за свое, что это оружие, поражающее излучением. Он опять уходил от ответа, что излучение теперь может быть откуда угодно. И я тогда решила просто, я называю это пойти ва-банк. Я сказала, что я чипирована, и что у меня внутри тела разговаривают люди. И вот тут он не нашелся, что мне ответить, у него не было заготовленного ответа. Он сказал, обращайтесь к прокурору, мы такими вещами не занимаемся. То есть я считаю, что это одно из самых, не самое, но одно из самых веских доказательств радиочастоты в теле, которые можно расшифровать, где разговаривают люди, и мы можем их слышать, психотронных операторов. Они называют, в частности, в моем случае, они называют мое имя, мою фамилию, имена членов моей семьи, как они будут меня истязать, какие части тела они будут истязать и какие части тела они будут обстреливать. Это все слышно, записано, у меня есть записи,
я могу всегда их предоставить, я их иногда публикую. Лена, скажите, что они обещают заразить вас ковидом и так далее. Да, да, они сначала собирались мне делать рак. Значит, эта фраза прозвучала так, она на русском и на французском, они без акцента говорят на обоих языках, и иногда строят фразы, как если дети родились где-то за границей, как сказать, в разнокультурных семьях и говорят на обоих языках, строят фразы. Вот так и они. Они в одну фразу вставляют слова на разных языках, на русском и на французском. И фраза про рак звучала так. Мы сделаем рак фемизон. Фемизон – это от нас, как бы от нас, изготовленный нами. Мы сделаем рак, изготовленный нами. Мы сделаем рак фемизон. Затем у них, вероятно, не получилось, потому что они говорили что-то о том, что чипы у меня не всегда контактируют, не всегда есть контакт с чипами. Они не смогли меня дополнительно чипировать, как они это сделали в Минске в январе 2020 года. Я видела вот это видео, вот, все подробности я знаю, и думаю, что многие это видео смотрели ваше. Спасибо вам за такие видео, которые вы выкладываете смело в интернете. В общем-то, у вас вопрос или все-таки вы вот в качестве реплики дополнили меня? Я прошу прощения, мне всегда есть что сказать, я всегда прошу прощения потом за вот это многословие. Вопрос заключался в том, что я написала все-таки в моем заявлении, раз уже речь шла о психиатрии, и вот Галина говорила, что советует, а вы говорите, что могут заключить. Значит, меня первый раз не заключили вторично после того, как я написала, а сейчас вот я написала, но я добавила, что у меня в теле разговаривают люди. Но, вероятно, это была все-таки реплика. Я прошу прощения, да. Можно тогда у меня есть пожелание для Елены, я не помню, вот человек из Германии. Значит, Елена говорит, я позвонила, или эта женщина из Италии говорит, я позвонила 5 раз и была помещена в больницу. Значит, в Канаде я позвонила в 911, это здесь такой экстренный. Я позвонила 3 раза. Пожалуйста, это помощь жертвам. Я позвонила 3 раза, и после 3 звонков, один день, второй, третий, ко мне пришла полиция, и приехала специализированная психиатрическая помощь. Я им сказала, что, пожалуйста, я не представляю никакой опасности для себя самой и для других людей. Психиатрическая помощь посмотрела на меня внимательно, посмотрела на мою квартиру, открыли даже дверь, там, в кладовку посмотрели и ушли. Правда, я не была помещена в психиатрическую лечебницу, правда, я была арестована за эти 3 звонка в 911 и провела несколько дней в тюрьме, но это отдельная история. Но в психушку я помещена не была. Пожалуйста, возьмите на вооружение жертвы, говорите совершенно спокойным голосом. Я не представляю опасности ни для себя, ни для окружающих. Может быть, это кому-то поможет. Спасибо большое. Вопрос разрешите? Если я... Да, прошу. Вопрос разрешите? По какому критерию вы относите нелетальное средство поражения к оружию? Сергей Яковлевич, добрый день. Здравствуйте. Значит, я подчеркну, что информация, которую я довела сейчас на семинаре, она из различных источников. Это не мое мнение. Это не я отношу данные виды оружия к нелетальному оружию. Это классификации, которые опубликованы, вот в частности, в учебной литературе, в учебнике, да, и очень много этих источников, вы их сами прекрасно знаете, включая вот этот атлас американский, ЦРУшный, нелетального так называемого оружия. Вот. И в Германии есть, по-моему, институт, он называется, по разработке нелетального оружия. То есть эта терминология, она введена не мной. Эта терминология существует давно, и во многих учебниках и литературе она употребляется. Поэтому я не согласна, да, что это не летальное оружие, это вполне оружие с летальным исходом, но я довела до вас информацию, которая опубликована в разных источниках. А скажите, пожалуйста, какие изменения на клеточном уровне после воздействий
и, соответственно, в жидкостях организма, ну, буквально 2 минуточки, да, зафиксированы в официальных источниках. Ну, кроме изменения по железу, предположим, в крови. Ну, здесь лучше обратиться, конечно, к медикам, которые, например, работают в ожоговых центрах. То есть не просто к любому медику тут обратишься, тут нужно обратиться к медику, который может квалифицированно вам ответить на ваш вопрос. Я юрист, и поэтому боюсь просто не смогу вам дать компетентный ответ, который бы вы хотели услышать. В любой части тела может накапливаться, так сказать, вот эти вредоносные какие-то частицы, элементы. Более подробно не могу ответить. Большое спасибо, Галина Петровна. И вам спасибо огромное. Я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания, уважаемые.